Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью 90 км в час, а вторую половину пути со скоростью 70 км в час. Найти среднюю скорость. Известно, что первую половину пути автомобиль проходит со скоростью 90 км в час. Поэтому обозначим ее как V1 равна 90 км в час. Вторую половину пути автомобиль проходит со скоростью 70 км в час. Необходимо найти среднюю скорость на всем пути. Известно о том, что средняя скорость – это необходимо весь путь, который автомобиль прошел, разделить на все время, которое затратил на то, чтобы пройти весь этот путь. Для того, чтобы более наглядно посмотреть на эту задачу, определим небольшой рисуночек. Первую половину пути, половинку пути, он проходил 90 км в час. Если весь путь мы обозначим через расстояние s, то половинка это будет s пополам, и эта половинка тоже будет s пополам. Причем первую половинку он прошел со скоростью v1, вторую половинку он прошел со скоростью v2. Можем определить время пока, какое он затратил на то, чтобы он прошел первую половину пути и вторую. Это будет время t1 и время t2. Каким образом определяем время? Время определяем как расстояние делить на скорость. То есть время t1 будет у нас равно расстояние s пополам, s нам, делить на v1. Дальше. Время, в которое прошел он вторую половину пути, будет равно тоже s на 2 делить на v2. А общее время, которое он затратил на весь путь, будет равно, здесь напишем t, будет равно t1 плюс t2. Давайте подставим вот эти значения, которые мы получили в эту формулу, где t у нас будет равно сумме двух этих времен. t равно t1 плюс t2 и равно, вместо t1 подставляем его значение, разделить на 2v1 плюс вместо второго t2 подставляем его значение, разделить на v2, 2v2. Можно немножко упростить это выражение, давайте s пополам вынесем за скобки. Вынесли, то мы в скобке получили единичка на v1 плюс единичка на v2. Давайте приведем к общему знаменателю, для того, чтобы не иметь тут дробь, чтобы с ней можно было легче работать. И определим таким образом общий знаменатель v1 умножить на v2. Естественно, сюда пойдет v2, добавка, сюда идет v1. Итого оставляем s пополам. Здесь у нас общий знаменатель v1, что множится на v2. И здесь у нас добавка v2 плюс v1. В принципе, от перемены слагаемых сумма не меняется. Можно написать v1 и v2 без разницы. Общее время, которое автомобиль затратит на прохождение всего этого участка длиной s, будет равна вот этому значению. Теперь мы можем определить среднюю скорость. V средняя скорость будет равна общее расстояние s, деленное на вот это t, которое мы здесь получили. Давайте подставим его значение сюда. Числитель у нас остается пока s, в знаменателе здесь будет s пополам, и здесь, что множится на дробь, v1 плюс v2, так красивше будет, делить на v1, что множится на v2. Что получаем? Получаем s, и вот эта скобка остается внизу в знаменателе, а 2, что множится на v1 на v2, уходит числитель. Получаем s, что множится на 2 на v1, что множится на v2, и деленное на s, скобки v1 плюс v2. Теперь можно увидеть о том, что s вот это сокращается. Мы его ввели как дополнительную переменную, теперь она ушла, и нам остались только одни скорости. Здесь будет 2, что множится на v1 на v2, и делить на v1 плюс v2. Подставим их значение. 2, что множится на v1, это 90 км в час, что множится на 70 км в час. И делить. А здесь можно в скобочки вынести размерность их, потому что размерность одинаковая, километры в час и километры в час. Поэтому внизу напишем так, 90 плюс 70, и километры в час вынесем за скобочки. Одни можно сократить здесь километры в час сразу. Что мы получим? 2, что множится на 90, что множится на 70. Это размерность километров в час остается. И 90 плюс 70 будет 160. Вот так. Теперь берем, сокращаем, ну что можно сократить? Нолик этот уберем, 1. 16 можно разделить с двоечкой, будет у нас 8 тогда. Здесь будет единичка. 90 и 8 тоже можно сократить пополам хотя бы. Будет 45, а тут будет 4. И то есть получаем такое значение 45, что множится на 7, делить на 4 километры в час. Разделим и получим 78,3 километра в час.
получили среднее значение немножко выше, чем минимальная скорость, и меньше, чем максимальная скорость 90.